по большому счету мы начали эту работу где-то в 2020 году. Ну, старт, да, у нас был в 2019 году, полноценный старт. И вы сами знаете, что успехи у нас уже есть достаточно хорошие. И вот сейчас это альбом с новостями, да. Вот с августа месяца у нас, ну, вот столько вот новостей. Я не знаю по количеству, ну, наверное, больше 15 или даже 20 каких-то событий у нас произошло, которые, ну, вполне себе имеют значимые, определенно значимые мероприятия в себе несут, да. Так, ну что, вот, ребят, подготовили мы, как я в предыдущем эфире рассказывал, наш офис посетила делегация из Индонезии. Вот. Впоследствии представитель наш подготовил нам видео с участком на территории Индонезии, на котором мы разместили наше здание. Вот, выложили этот ролик, и буквально уже через пару недель индонезийская делегация повторно нас еще посетила и заверила в том, что она будет помнить и знать о нашем проекте и содействовать нашему представителю, который находится на территории Индонезии, это наш инвестор, содействовать ему в том, чтобы он вел согласовательную работу, ознакомительную и согласовательную работу с руководящими лицами Индонезии, соответственно. Так, также смотрите, ребят, что у нас произошло в Италии. У нас прошла выставка. Вот, я на самом деле в Дубай вернулся, я был в поездке в Японии. Сразу скажу, там меня туда не приглашал никто, деловых встреч там тоже никаких не было. Но у нас в феврале планируется выставка в Японии. Для того, чтобы получить визу в Японию, нужно было заранее это сделать. Виза была получена, эту визу нужно было открыть. Вот. И теперь это Япония доступна. Да, в любой момент купил билет на самолет и полетел. Поэтому, ну, в рамках, так сказать, подготовки к выставке в Японии, которая пройдет у нас в феврале, вот состоялся вот это вот визит в Японию. И, соответственно, вернулся я оттуда, ну, буквально там 2 или 3 дня назад. И какие результаты, значит, выставки в Италии, пока еще ребята мне не рассказали, потому что они сами прилетели также, ну, буквально вчера из Италии. Кто у нас, наш представлял проект в Италии и в Германии. Вот. Что у нас? Да, ребят, ну, получили мы патент по транспортно-логистической системе города в Индонезии. Вот, поэтому я поздравляю инвесторов проекта «Город. Логистика Экосистем». Проект «Город», работу по патентованию мы начали немного раньше. Этот проект чуть раньше появился, и поэтому мы патенты получаем по нему сейчас. То есть ветер мы, допустим, в Индонезии еще не получили, потому что заявка была там подана позднее. Так, также мы приняли участие в выставке в Саудовской Аравии. Это было 17 октября. Вот. Приобрели некоторые контакты. Ну, подробно я также еще пока не разбирался, что там за визитки, что за предложения. Это отдельная работа, на это нужно выделять, ну, не меньше 1 дня для того, чтобы внимательно рассмотреть, кто был на нашем стенде, о чем они говорили. Вот, я сам на этой выставке не участвовал. Вот, в этот момент я был в Японии. Так, ну что, мы сделали первый шаг по получению патента в Катаре. То есть мы подали заявку на получение патента. Ребят, не забывайте, пожалуйста, что на сайте вы можете у нас понажимать флажки, и когда вы нажимаете флажок, вы видите документ под этим самым флажком, который можно скачивать, который можно гуглить, проверять, смотреть. Да, выставка в Германии нашего проекта была представлен. Также наш архитектор Руслан там был. Вот.
Запустили мы так в качестве эксперимента прямую трансляцию на наш прототип, который находится в городе Владивосток. Вот. Ну, прототип там не в лучшем исполнении. Дело в том, что первая версия прототипа, которую мы установили во Владивостоке, она просуществовала буквально 2 месяца в связи с тем, что механизм, ну, вот эти вот лопатки, да, вот, не выдержали они ветра, сильных ветров, которые в городе Владивосток, и мы сделали усиление, вот, надежное, но это в то же время прибавило свои минусы. Масса ветроэлектростанций там стала больше, и сейчас ну, стартует он не так хорошо, как должен стартовать, поэтому мы сейчас готовим обновленную версию этого прототипа и планируем через 2-3 недели доставить, установить в Владивосток. Поэтому прототип будет работать лучше, работать чаще. И, в общем, включайте YouTube в пятницу вечером. Значит, там идет трансляция прототипа. Вместе с попкорном можно в принципе, наблюдать. Ну и, друзья, еще одна новость. Первый шаг по получению патента по проекту «Ветер» мы сделали заявку в Бахрейн. Вот, Бахрейн. И, кстати говоря, сейчас у меня имеется билет на завтра на утро, на воскресенье. Мы летим по приглашению президента Хоккейной Федерации Бахрейна для продолжения диалога по возможной реализации нашей технологии на территории Бахрейна. Вот. И вообще мы планируем, мы уже предварительно обсуждали, как бы это вообще могло быть, что на какие этапы разбить, потому что президент Хоккейной Федерации Бахрейна это не президент Бахрейна самого, да, поэтому, конечно, он тоже в некоторой степени зависимость имеет от местных чиновников, да, и с ними также ему придется вести эту работу. Вот, поэтому мы, если и будем подписывать какие-то соглашения, в 3 этапа. В 3 этапа, я надеюсь, они не будут тянуть, не будут затягивать. Если Бахрейн быстрее согласует, и мы твердо будем уверены, что нам в процессе строительства никто не будет мешать, нас останавливать и так далее, то мы, конечно же, готовы будем приступить к такой работе на территории Бахрейна. Но также у нас еще есть хороший контакт, мы все о нем знаем уже много лет, здесь на территории Дубай. Вот, в числе первых лиц мы ведем диалог. Буквально 2 или 3 дня назад я был на встрече. На встрече как, то есть это визит в резиденцию был нанесен мною. Кто в Инстаграме подписан на наш «Ветер город» или в Фейсбуке, наверное, мог видеть эту самую сторис. Вот, значит, встреча состоялась, и я получил на этой встрече подтверждение того, что мы ваш офис посетим буквально в самое ближайшее время. Посетим для чего? Для того, чтобы еще раз более полно ознакомиться со всеми нашими предложениями, со всеми технологиями. И уже после этого, надеюсь, мы должны получить содействие в работе по продолжению работы в соответствии с дорожной картой. Значит, это презентация нашего проекта Дива в компанию Дива. Дива – это монополист по поставке электрической энергии и воды в Дубай. Дива владеет всеми энергетическими ресурсами Дубай. Там есть тоже административный аппарат, который должен знать, понимать и согласиться. Вот. Поэтому мы ждем зеленый свет на организацию такой, зеленый свет и помощь в организации такой презентации для этой корпорации. После чего мы в течение буквально недели должны будем получить одобрение нашей деятельности от этой самой компании Дива и также получить билет на согласование с муниципалитетом
Дубай на реализацию нашего объекта, который будет из себя представлять здание 156 метров высотой, которое не будет обладать там какими-то жилыми помещениями, да. Но эти здания у нас по-прежнему должны будут концентрировать воздушные эти самые потоки. Но еще одна технология по выработке электрической энергии, также, которая не несет какого-либо негативного воздействия на окружающую среду, мы туда встроим. Что же это будет за устройство и как оно будет работать, мы презентуем это 15 ноября на выставке VETEX в Дубае. Вот. Я думаю, это должно будет состояться где-то в 11 или в 12 часов дня. Это будет прототип. Это будет прототип, ну, очень даже такой рабочий. Вот. И, собственно, люди впервые смогут с ним ознакомиться. Ну, я так скажу, мы его на самом деле на Технопроме не для всех демонстрировали. Вот. Не для всех это, прежде всего, мы демонстрировали его людям в науке. И рассказывали, что это такое. Получили несколько хороших контактов, получили несколько хороших отзывов. Был на самом деле и не то чтобы негативный отзыв, а был там у нас преподаватель из какого-то института, значит, на стенде, и он, не знаю, минут, наверное, 15 стоял и громко кричал, что это вообще вечный двигатель. Но после диалогов я на самом деле сам не знал, как закрыть вот эти его возражения, что это абсолютно не является никаким вечным двигателем, это просто устройство, которое работает на законах природы. Вот. Но немного позднее я понял, как это надо сделать, и сейчас, когда мы будем часто слышать о вечных двигателях, будем рассказывать такую историю. Вот все знают приливную станцию, которая работает тогда, когда гравитация Луны, значит, вызывает прилив и отлив. Это все мы знаем. Если мы в прибрежной территории возводим стену, и, соответственно, во время прилива стена будет не давать этой воде достигать берега. Вот. Но если мы в этой стене сделаем некое отверстие и клапан, дверцу, то когда эта вода поднимется, наберет нужный уровень, если мы эту самую дверцу, клапан откроем, мы получим струю воды. Ну, размер и объем, понятно, все зависит от размеров самого сооружения, да, будет. Вот. А когда будет происходить отлив, то также эта стена будет удерживать эту самую воду, да, у прибрежной линии. И когда произойдет отлив, и мы откроем этот самый клапан, то вода, она в обратном направлении пойдет. Вот. Если такое устройство же никто не называет вечным двигателем. Нет, никто не называет. Почему? Ну, потому что оно работает за счет сил природы, да. И, кроме того, ну, все к нему привыкли, и понятно, как оно работает. Вот. У нас работа производится в этом самом новом устройстве также с помощью сил природы. Вот. Там у нас, ну, давайте не буду сейчас об этом, а то у нас эфир затянется. 15 ноября 2023 года на выставке VETEX мы организуем прямой эфир. И прямо так вот, например, в прямом эфире или Zoom это будет, я точно не знаю, сможете увидеть это устройство. На YouTube мы выложим, так сказать, мультфильм, который будет рассказывать чуть-чуть подробнее, вот, как это устроено. И, в принципе, я думаю, что мы получим хорошую обратную связь и получим еще больше заинтересованных лиц в наших технологиях. А эти технологии, они друг другу будут способствовать. Почему? Потому что, ну вот, например, кроме ветра мы еще в этот самый объект встраиваем еще одну технологию. Так, ну что, ребят, перехожу к вопросам. Поэтому, если у нас вопросы на языке, например, там английском или на хинди, то, я надеюсь, кто-то сделает перевод из наших администраторов, и я тогда увижу.
Вот я вижу, значит, какая цена будет, на английском вопрос, акций проекта «Ветра» в 2030 году. Вот, ребята, у нас есть Вер задает такой вопрос. У нас есть калькулятор на сайте, в личном кабинете есть калькулятор. Вы можете там выставить шкалу такую. Если мы продаем одну лицензию, какая цена будет акции, высчитывает, да, система. Если мы продаем 2, если мы продаем 200, вот, если мы продаем 10 тысяч лицензий, то здесь это вы сами, вот насколько в это поверите, вот сколько лицензий мы можем продать. Если на примере устройства лифт рассматривать, да, ну тогда десятки и сотни тысяч. Вот. Если мы посмотрим, как быстро развивалось такое устройство, как лифт в 1900, с 1980 по там, 90-й, с 1880 там, по 90 по 1900 год, статистику посмотрим, то мы поймем, что очень даже быстро и в большом количестве это набирало свои обороты. Ну, тогда не было еще и интернета, и даже и самолетов-то не было, да, для того, чтобы быстро перемещаться и получать эту самую информацию. Сейчас есть и самолеты, и интернет, поэтому ту скорость, с которой этот объект получил свое развитие, эта технология получила свое развитие, я думаю, здесь надо будет умножать. Опять же, насколько, я не знаю, ребят. Я только знаю, что это работать будет. Вот. Да и вы на самом деле знаете. И я уже не раз рассказывал, как провести эксперимент буквально у себя на кухне. И с технологией ветер, и та технология, которую мы встроим в этот наш объект, она будет называться «Вода». Этот проект будет называться «Вода». Это тоже, в принципе, все легко проверяемо. Любой человек буквально там на коленке сможет проверить те законы, на которых работает или то, или иное устройство. Так, ну что, я вижу признание в любви проекту «Ветер». Спасибо. Так, ну и я понимаю, тут опять вопрос Худунг задает на английском. Как скоро акции выйдут на публичное пространство, да, на публичное? Ну, ребята, это возможно только после того, когда мы будем получать прибыль. Прибыль мы будем получать только тогда, когда мы докажем, что это работает. А это мы сможем доказать, только реализовав первый объект в более-менее реальном масштабе. Эту работу мы ведем. Я говорил несколько минут раньше о том, что был у меня визит здесь, в Дубай. Мне сказали, приедем, и вот уже скоро. Завтра самолет в Бахрейн. Но это такие наиболее теплые контакты вот, относительно возможности реализации нашего проекта. Вот, ну, надо сказать, что этот вопрос на самом деле где будет первый объект, он на самом деле очень серьезный. Почему? Потому что мы должны исключить такой вариант, что что-то пойдет не так, что-то где-то кто-то нас притормозит, кто-то нам что-то запретит. Ну, абсолютно любой вариант подобный мы должны исключить, потому что первый объект, хоть он и не такой уж и большой, но, ну как небольшой, 150 метров, но вложения это все равно там потребуются немалые, там это более 5 миллионов долларов, это точно. Поэтому вкладывать такие деньги мы можем только тогда, когда мы уверены, что здесь мы абсолютно на законных основаниях находимся, что нет ни у кого ресурсов для того, чтобы остановить эту работу. Разные случаи в истории бывали, да? Вот. Ну или желания, не возникнет подобного, да, и так далее. Ну, то есть максимально в этом смысле себя обезопасить. Поэтому этот участок мы подбираем. Так.
Ага, так, так, так. Так, Артем пишет, когда будет строительство первого объекта? По дорожной карте мы уже должны переходить к этому этапу. Много людей спрашивают об этом. Да, Артем, на самом деле, мы с ним знакомы с 2020 года. Артем достаточно хорошее влияние оказал на развитие, на распространение информации о нашем проекте и привлек достаточно много инвесторов, поэтому Артему такие вопросы задают. И сейчас это Артем задает здесь нам в прямом эфире. Ну, Артем, вот как я сказал раньше, у нас контакт, значит, имеется. Завтра летим в Бахрейн. Ну, будущее такое себе дело, да, предсказывать. Но я вас уверяю, что это случится, и мы обязательно это должны сделать. И мы должны переходить к этому этапу, да, мы должны, и мы это будем делать. И кроме того, сейчас нету, но мы уже и проект, кстати говоря, я вот раньше, наверное, не говорил об этом, да, мы уже и проекта 156-метрового этого нашего объекта, он у нас уже готов на 85%. Вот, я думаю, мы его сможем выложить в открытый доступ, ну, в принципе, к 15 ноября выставки VETEX мы это самое и сделаем, да. Сможете в этом убедиться, что мы в этом смысле усилия предпринимаем. Вот. Микрофончик. Вот кто вот, ребят, занимается изобретением микрофончиков, пожалуйста, будьте повнимательнее с крепежами. С крепежами, потому что ну вот все время он как-то свое положение меняет. Так. Комплименты, комплименты. А, вот уже дивиденды Саша хочет. Ну, Саш, надо все-таки определенные этапы роста преодолеть, и уже об этом можно говорить. Пока еще рановато, пока у нас не было реализации, пока деньги за нашу технологию пока не платили. Ну, вы сами знаете, что продукт у нас есть, продукт у нас имеет патенты. Мы получили, в том числе в США, патент. У нас есть патент на транспортно-логистическую систему города в Японии. Ну, как бы все это очень интересные достижения, которые несут в себе хорошую перспективу. Срок действия патентов у нас в одном случае 2037, в другом случае 2038 год. Поэтому, ну, не то чтобы мы расслабились и ждем. У моря погоды абсолютно нет. Ведем планомерно работу. Так. Так, добрый вечер. У вас был тур в Японию. Да, ну про тур в Японию я вначале говорил, о том, что это был тур скорее ознакомительный, подготовительный к выставке в феврале. Вот. Ну, еще какие полезности? Вообще Япония и японская культура, она отличается от других культур. Вот. И просто так прийти в офис и заговорить у них там не принято. Вот. Но есть у них очень много общественных и научных организаций, объединений, да, вот, с которыми можно и нужно начинать диалог. Вот если они поймут, тогда они будут содействовать в том, чтобы такие технологии находили применение на территории Японии. Такими контактами мы обзавелись. Сейчас мы готовим письмо. Ну и сделаем такую некую рассылку. Вот. Возможно, кто-то откликнется. И уже на выставку в феврале мы пригласим эти самые организации. И таким образом наша выставка будет эффективнее. Потому что уже люди будут знать, что они едут смотреть, с кем говорить. Поэтому польза от такой поездки она должна быть. Так, ну вот комплименты от Надежды. Спасибо. Да, Япония, где земля на вес золота. Ну да, как раз
если разобраться, наши технологии-то, они пространство экономят. Потому что если мы возьмем, допустим, зеленый источник энергии, как ветроэлектростанция с горизонтальной осью, и пересчитаем объем занимаемой площади Земли, объем вырабатываемой энергии, вот, с нашим объектом, то наш объект, он определенно будет эффективнее. Конечно, все зависит от высоты, он должен быть высоким, он должен быть и 100 метров, и даже 200 метров, а может быть даже и 300 метров. И таким образом, конечно, площадь мы можем земельных участков сэкономить. А это важный фактор, ну, не только в Японии, но в Японии, да, особенно. Так, Артем, какие планы и мысли по поводу маркетинга и продвижения проекта, а также копилку убрали с сайта, что-то будет другое? Да, ребят, новый кабинет, новые там у нас были всякие нововведения. Большая часть, я, честно говоря, не участвовал в создании архитектуры этого нового кабинета. Большая часть нововведений, она себя не оправдала. В связи с чем самостоятельно рассмотрел внимательно существующую архитектуру. Он был перестроен, этот кабинет. Вот, он был сделан более удобно. Вот, но сейчас это в макетах. Я хотел бы и мечтаю о том, чтобы до 15 ноября, до начала выставки VETEX, уже все, эта обновленная архитектура на сайте, в кабинете появилась. Вот, смысл какой вот этих всех вещей? Ну, мы все знаем, вот, не знаю, там, мы все пользуемся банковским приложением и считаем банки, допустим, хорошие те, у которых имеют удобный интерфейс. Вот. И, соответственно, личный кабинет, он тоже должен быть удобный. Личный кабинет стартапа – это, конечно, не банк. Вот. Но этот самый личный кабинет, он должен быть удобный, он должен быть работоспособный. Вот. А усилий в него нужно вложить, ну, в принципе, столько же, как в любое другое, там, какой-то любой другой личный кабинет любого сайта, хоть там банка или еще чего-то, да, то есть это большая на самом деле работа. На рынке просто так пойти и купить инфраструктуру, код для личного кабинета, пока таких предложений не было. Вот. У кого-то брать ее там, покупать там слишком высокие цены, поэтому мы создавали ее своими силами, создавали на самом деле без опыта создания подобных. Вот. Но я считаю, что этот самый кабинет, он будет, наверное, одним из лучших, который мог себе когда-либо какой стартап представить. Но это не сегодня. Это должно будет, я надеюсь, все эти обновления загрузятся до 15 ноября 2023 года. Копилка будет или нет? Копилка, она будет, останутся прежние условия. Но, может быть, как-то мы будем пытаться все-таки стимулировать для того, людей к тому, чтобы они, значит, ну, не засыпали. Вот. У нас есть ребята, которые развивают проект. Да, они особенно были эффективны там, в 2022 году, но когда они за оплату, за рекламу начали получать уже достаточно хорошие суммы, где-то они и подрасслабились, и уже перестали быть настолько активными, насколько могли бы быть. Вот. Хочется эту активность вернуть, вот. Но в то же время, чтобы их не раздражать, чтобы она была комфортной. Поэтому копилка вернется, но на таких обновленных, новых, мягких, теплых, добрых, стимулирующих условиях. Так. Так, Сергей пишет, успехов в Бахрейне. Да, Сергей. Вот. Если Инстаграм у вас есть или Фейсбук, завтра сторисы будут о нашей встрече в Бахрейне. Вот. Михаил Малахов с Владивостока, привет. Да, Михаил, приветствую. Макет у нас в Владивостоке, где-то рядом с вами находится.
наверное, рядом с вами. Так что вот частичка нашего проекта находится в Владивостоке в том числе. Кстати, у вас там время-то сейчас уже совсем ночь глубокая. Так. Ну что там у нас еще какие вопросы? Помню, анонсировали новый личный кабинет. Какая работа? Вот Сергей уже предугадал, ответил. Так. Алекс Бенедикта, приветствую. Да будет... Бендесида. Я помню, поправляли года 3 назад, что я неправильно прочитал. Помню. Да, будет дорожная карта реализована в обозримом будущем. Ребят, будет. Давайте самый пессимистичный какой-то вариант рассмотрим, да. Ну, чтобы мы были никому не интересны, такое невозможно. Почему? Потому что все практически регионы, они испытывают энергодефицит в той или иной степени, да. Если мы возьмем, допустим, африканский континент, то, цифры вот не помню уже, но он обеспечен не более чем на 25% от действительно необходимого объема электрической энергии для Африки. А что такое электрическая энергия? Энергия — это все, это производство, это вода, это экономика, это абсолютно все, да. Если мы возьмем, допустим, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай в частности, да, то сегодня здесь 1300 мегаватт солнечная энергетика выдает, да. Что такое солнечная энергетика? Днем работает, ночью не работает. Часто нужно ее, эти панели содержать нужно в чистоте. Это тоже большой труд. Срок службы солнечных панелей 25-27 лет. Что нагреваются они. Если это летние месяцы, солнечные панели, они нагреваются до такой температуры, что их нужно охлаждать. Чтобы их охладить, нужно опять электрическую энергию, да, иметь, чтобы там какой-то охладитель, да, в них загнать. То есть, достаточно много забот они приносят. Удовлетворены ли здесь владельцы этих солнечных панелей ими? Нет, не удовлетворены. Но других лучших вариантов у них нет. Поэтому они сегодня реализуют еще один проект на 430 мегаватт. Вот, и уже думают, где они возьмут еще 430 мегаватт в ближайшем будущем. То есть итого 400, 2100 мегаватт это сегодня солнечная должна по-хорошему выдавать в ближайшее время, это солнечная станция в Дубае. Да, они говорят о том, что нужно использовать ветроэнергетику. Вот, Министерство экономики и развития Дубая. Прекрасная мысль, отличная, хорошая. Но для горизонтальных ветроэлектростанций ветер чуть-чуть слабоват, да, немного не хватает. Поэтому здесь мы со своим предложением выходим. Но о нем знает пока из высшего руководства Дубая только одно лицо. И с ним мы как раз на связи, с ним мы на диалоге. Долго на диалоге, долго на связи. Почему так? Кто-то мне говорит, культура у них такая, долго решения принимают. Здесь не будем гадать. Дело в том, что нам не сказали, что нет, ребят, нам не интересно, пожалуйста, к нам не заходите. Нет, всегда я слышу одно. Добро пожаловать, заходи, мы рады тебя видеть. Рассказываю, что у нас, какие новые достижения, что у нас появился прототип вода, который мы на Вэтексе будем показывать, да. Вот она еще одна технология, которую мы встроим в этот самый прототип. Говорю о том, что вам не нужно вкладывать сюда ни одного рубля, ни одного доллара, дирхама, в этот проект. Мы все сами реализуем, для вас рисков нет. Давайте нам этот пилотный, под этот пилотный проект земельный участок, там буквально 3 гектара. Вот. И нам говорят, да, нам это интересно. Нужно будет сделать презентацию Диви. Вот.
нужно будет подать заявку в муниципалитет, нужно будет подготовить потом полный проект, нужно будет этот проект подать на утверждение, опять же, в муниципалитет. Мы говорим, ну, конечно, мы готовы все это сделать, и как раз у нас уже практически готов уже даже рабочий проект. Ну, вот эта кнопка «Старт» почему-то она не нажимается. Вот. Ну и никто нам не говорит, что мы ее нажимать не будем. Да, все интересно, да, все будем, да, приедем. Но местные знатоки говорят, что это арабская культура, она такая, надо потерпеть. Вот, кстати, фильм был, значит, как же он назывался? Так, этот фильм. Именно известный актер в нем снимался. «Голограмма для короля». Точно вспомнил. «Голограмма для короля». Так вот, там вот как раз тоже сюжет такой, что у человека была инновация на эту тему. И вот он ждал, что вот уже завтра эта презентация состоится, а там все длились и дни, и недели, и месяцы. Ну, посмотрите. Так, Михаил пишет, на какой улице стоит прототип в Владивостоке? Так, ну я на память улицу не скажу. Если вы зайдете на трансляцию, она у нас на YouTube в прямом эфире, ну, по местности вы сориентируетесь, на каком именно доме этот самый прототип наш установлен. Я, честно, улицы не помню. Я там был, даже не один раз, но улицы не помню. Так, вопрос от инвестора, которого нет в эфире. Есть ли перспективы выхода на криптовалютный рынок ICO? Так, да, ребят, на самом деле мы пока такой вариант не рассматриваем. В этом необходимости нет. Тем более, что сейчас часто такие вещи, как криптовалюта и все, что с этим связано, не так уж хорошо воспринимается в обществе. Много было слишком хайповых проектов. И вообще, что такое криптовалюта, понимают, ну, наверное, 3% населения планеты. Ну, от себя, если сказать, конечно, да, это вещь перспективная, да, это вещь интересная. Она была и будет существовать, но это не значит, что нужно покупать без разбора там какие-то токены, те или иные. Нужно быть в этом деле экспертом, понимаете? Вот знаете, как вот если взять мужчину, привести его не знаю, там, в магазин косметики для женщин и сказать, ну выбери что-нибудь здесь, что он может выбрать? Для него это все выглядит абсолютно одинаковым. То есть, ну, просто, что баночка одна черного, другая синего цвета, другая красного. Вот. Но любая девушка, которая пользуется косметикой, она скажет, ты что, здесь же настолько сильно все друг от друга отличается, и это все разное, и каждая обладает своими характеристиками, да, и свойствами. За что-то просто переплата, где-то за бренд переплата, где-то просто плохое качество, да. Ну, там очень много вариантов. Но для этого, знаете, нужно в этом магазине провести, наверное, много лет. Ну и здесь ситуация аналогичная. Поэтому не просто нельзя заходить, что-то покупать и потом в этом деле разочаровываться. А такой период он был. Такой период был, и люди разочаровались. У них были некоторые ожидания на эту тему. Поэтому необходимости в этом нет, и, наверное, нужно время для того, чтобы люди как-то перестроились и изменили отношение к этому, разобрались. Не отношения изменились, а разобрались, и тогда уже поняли, что можно от чего ждать, и тогда у них ожиданий неоправданных не должно быть. Пока не выходим, необходимости такой нет. Так, Симона пишет, сколько значит, электроэнергии производит одно из наших зданий в час, день, год. Симона, здесь давайте так, про автомобиль. Да, то есть автомобиль, который там, на 2 пассажиров, или автобус, который перевозит 25 пассажиров, и здания, они также могут быть очень-очень разными. Или это просто детская машинка, да, которая ребенка перемещает по детской площадке, тоже ведь автомобиль. Ну, называют его часто игрушечным. Поэтому здесь нам нужны параметры. Во-первых, какая высота здания, да? Во-вторых, в каком, значит, районе
находится. Потому что где-то сила ветра среднегодовая 3,5 метра в секунду, а где-то 4, где-то 4,5, где-то вообще 6. Вот. Поэтому вот в том месте, где 4 метра в секунду, значит, будем, допустим, единицу получать. А в том месте, где 5 метров в секунду, мы уже будем 2 единицы энергии получать. Понимаете? Поэтому здесь нужно сначала получить исходные данные для того, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому у нас простой ответ. 200% мы должны в среднем выдать. 200%. Или давайте так, лучше до 200% мы должны в среднем выдавать. До 200. То есть если условия идеальные, если здание достаточно высокое, если скорость достаточно ветра хорошая, то мы можем достичь такого объема. Если условия не идеальные, то, конечно, там может быть намного меньше. Но в любом случае подключение классическое обязательно потребуется, потому что есть такие дни, которые не имеют ветра. Вот. Обеспечивать это здание аккумуляторами, которые будут снабжать более чем 24 часа, это очень даже дорого будет. Поэтому все равно классическое подключение энергии, оно потребуется. Я думаю, здесь можно, как, знаете, аналоги, такие привести аналогии. Вот есть автомобиль, который только лишь на электрической тяге, а есть автомобиль-гибрид. Вот японские машины часто гибриды, где есть и бензиновый двигатель, и есть электрический двигатель, да, который заряжается в тот момент, когда автомобиль тормозит. Вот. Я думаю, что гибрид – это наиболее оптимальный вариант. Вот. И наиболее приемлемый. Он может и существовать и в том, или и в другом случае. Поэтому примерно вот такой гибрид и будет представлять наше здание. То есть и классическое подключение обязательно будет требоваться. Так, вот опять вопрос. Токен в криптовалюте. Это быстрее подтолкнет проект выполнения, больше людей заинтересуется проектом, и он взлетит. Ну, я понимаю, что выпустив токен, мы попадаем в поле зрения большого количества инвесторов. Да, но нет такой пока необходимости. Давайте так, вот появился земельный участок. Поставили мы туда камеру, которая будет транслировать в прямом эфире все события, которые будут происходить на этом самом участке. И если не будет у нас недостаток в денежных средствах, да, ну тогда окей. Давайте сделаем этот самый токен, запустим. И тогда я понимаю, что там и за день можно и 3 миллиона привлечь, и 4 миллиона долларов привлечь. Это я все понимаю. Но пока такой необходимости нет. Поэтому все хорошо. Развиваемся по плану. Да. Вы еще, ребят, не забывайте, что цена, которая была год назад или там 2 года назад, но она очень сильно отличается от той, которая сегодня. Вот. Почему отличается? Потому что мы набрали все больше доказательств того, что мы имеем перспективу, что у нас действительно есть технология, что мы имеем монополию уже на территории некоторых стран по этой технологии. Да? И поэтому мы можем здесь изменять цену и говорить, что теперь это стоит дороже. Потому что раньше это был просто пластиковый маленький макет, который даже от ветра работать не мог. Да? И там один патент в какой-то стране, да, то сейчас это уже более имеет масштабный характер и больше доказательств, и больше патентов в разных странах, поэтому дороже. И я к тому, что если не будет хватать, и мы выпустим эти токены не сегодня, а в тот момент, когда у нас уже будет строительный участок, а когда мы уже там фундамент залили, и там может быть несколько метров этого объекта, то, конечно, эти токены будут реализованы дороже. Потому что людей, которые поверят в это, будет больше. Так, Михаил пишет, как восстановить старую рассрочку по обстоятельствам прекратил. Ну, на самом деле, просто в поддержку написать нашу. Вот. И я думаю, что можно решить. Я надеюсь, что вы ее прекратили не 2 года назад, потому что отличия значительные будут. Вот. Ну,
Если у вас там такой срок, что действительно можно признать за уважительную причину, я думаю, вполне можно это сделать. Но если это 2 года назад, ну извините, по такой цене уже или год назад, трудновато, да, расставаться с долями. Так, мое мнение, что здания от ветер станут самыми востребованными. Ну, не то чтобы здание от ветер, а технология, которую мы дополнили здание, или технология, которая встраивается в здание. Да. То есть здания, они по-прежнему остаются такими, как их сегодня. Ну, немного мы изменили форму, добавили туда ветроэлектростанцию, и много что поменялось. Я на самом деле в это верю, что после реализации первого объекта также очень много захотят ее использовать, потому что стоимость там будет даже меньше, чем 5% от стоимости здания. Почему? Вот последний год я там все время говорил о том, что 5% от стоимости здания стоит технология. Ну, потому что когда меньше цифру называешь, люди в это как-то не верят, что действительно такая большая технология, вроде бы она такая сложная, и такую цену она иметь не может, маленькую, да, то есть для того, чтобы избежать вот этих лишних, возражений, говорю 5%. На самом деле, ребят, там цена меньше. Вот кто давно уже с нами в проекте, за ним следит, с ними уже можно говорить откровенно, да. Там все не просто, да, там все очень и очень просто. Ну вот самые простые вещи мы используем, ничего сложного нет. Поэтому там меньше будет, чем 5% от стоимости здания возводить такую технологию. То есть по факту на стоимости там, жилых помещений или офисных помещений, это почти что не будет сказываться. Но будет иметь хорошее значение в вопросе стоимости, допустим, энергии для самих этих самых пользователей помещениями, да. Поэтому я тоже уверен, что будет получено хорошее распространение, потому что никаких сверхъестественных материалов здесь не нужно. Любой самолет, Ту-154, который создали более 50 лет назад, это устройство в 100 раз сложнее, чем та технология, которую мы представляем. Она на самом деле должна была появиться где-то в 70-х, 75-х годах. Вот такая технология, когда здание может производить электрическую энергию. Но увлеклись тогда, повальное было увлечение получением электрической энергии из атома. Очень заманчиво показалось то, что из спичечного коробка можно получить энергию как от вагона угля. И все усилия, и интерес государственных структур был направлен на это. Да, действительно, атомная энергия – это интересная вещь. И она, конечно же, перспективная, ее использовали, ее будут использовать. Она будет, безусловно, развиваться, да. Вот. Но мы должны учитывать, что от любой атомной станции нужно проложить еще достаточно длинные, протяженные коммуникации. Эти коммуникации включают в себя, то есть это доставка просто-напросто электрической энергии. Где-то это будет 500 километров, где-то это будет и 1000 километров. И все это будет учитываться в стоимости самой электрической энергии. Но здесь у нас, во-первых, пользователь рядом, во-вторых, сама себестоимость производства энергии, она меньше. Время, которое требуется для того, чтобы эта электростанция начала работать, также нужно меньше. Некоторые атомные станции строятся и 7, и 10 лет, а гидроэлектростанции строятся могут и 10, и 15, и 20 лет, и требуют колоссальнейших вложений. Да? А здесь просто вот так вот в розницу каждое здание имеет свою ветроэлектростанцию, запасает часть своей электрической энергии в литий-ионных аккумуляторах. Часть энергии мы можем запасать в тепловых аккумуляторах, в аккумуляторах холода. Это
Если кто-то, ну вот, допустим, если мы говорим о тепловом аккумуляторе, что это означает? Допустим, если мы возьмем тот же самый Владивосток, зимой там, ну, температуры отрицательные, это факт известный, но сегодня же развитие получает вот этот тепловой аккумулятор. Ну там, как это устроено, да? Допустим, холодильник, с которым вы можете посетить пляж. То есть это пластик, пенопласт, лед внутри него и напиток там охлажденный в течение дня. Вот представим этот же самый холодильник, только там в 100 или в 500 раз, там, в 300 раз больше, чем размер привычного нам холодильника. Находится он под поверхностью земли, там, скажем, на 3-4 метра глубже, закрыт крышечкой, изолирован от грунта вокруг себя, да, то есть утеплитель там, и так далее, и засыпан он песком. Внутри у него есть трубки, через которых протекает жидкость, допустим, да, и на улице лето, хорошая скорость ветра, энергии вырабатывает объект больше, чем нужно в данный момент для бытовых приборов пользователям этого здания. Окей, ТЭН нагревается, электричество же есть, ТЭН нагревается, вода в этих трубах передвигается, этот песок набирает в себя тепло, вот, и это несколько там сотен или даже тысяч тонн нагретого песка нагреваем там до скольки градусов? Ну, можно и 50, можно и 70 или 80 сделать, да. Есть вообще вот эти песочные аккумуляторы, которые температуру до 400 градусов, значит, накапливают в себе, да. Ну, там в основном используется солнце, да. Через линзу нагревается, ну, примерно такой же принцип, как я рассказал, да. Вот, до 400 градусов. Но это уже технически, конечно, будет сложновато такое реализовать. Да и нет необходимости. Допустим, мы нагрели этот песок до 80 градусов, и это достаточно большой объем. И зимой, когда нужно обогревать этот дом, эта водичка протекает через этот аккумулятор, забирает часть тепла, подает к вам в квартиру. Если мы говорим об аккумуляторе холода, то точно такой же принцип, но только у нас здесь этот самый песок в нужное время просто-напросто охлаждается. Да. То есть вот часть энергии мы уже для обогрева и для холода мы уже запасли экологически абсолютно чистым способом. Да. Ну а та часть энергии, которая требуется для ежедневной работы бытовых приборов, там, безусловно, нужно использовать аккумуляторы. Литий-ионные аккумуляторы – это, по-моему, наиболее интересное достижение на сегодняшний день, и там их нужно использовать. И, ну, в принципе, для того, чтобы в течение дня снабжать здание с помощью такой энергии, такие решения технически тоже есть, и их можно использовать. Но если этого ветра не будет больше 3 или 4 дней, то обязательно, как я уже говорил, классическое подключение оно потребуется. Это если коротко говорить о возможных вариантах запаса энергии. Так. Так, вопрос от Симоны. Как будет распределена территория в нашем первом корпусе? Какая часть будет принадлежать компании, какая ОАЭ? Эти вопросы можно обсуждать уже тогда, когда мы преодолеем первый этап. Первый этап – это презентация Диви. Вот мы им презентовали, они говорят, да, допустим, нам интересно. Вот после этого мы можем приступить к обсуждению условий реализации такого проекта. Но нам что требуется? Нам на самом деле требуется, не стоит пытаться с этого первого объекта получить прибыль. Зачем? С этого первого объекта, вернее, мы прибыль должны получить в виде того, что мы можем теперь показать в реальном масштабе, как это работает. Показать и доказать. Да? Вот это наша основная задача. Поэтому мы можем договориться так, что мы первые 10 лет им владеем, потом мы просто вам дарим, и пусть он, пожалуйста, служит и работает в ближайшие 30, и 50, и 100 лет.
Ну, конечно, там обслуживать необходимо будет детали, которые могут изнашиваться. Ну, мы все знаем, если этот объект из бетона, то бетонные конструкции, они могут служить и 100, и 200 лет, и даже больше. Поэтому такие условия более поздний этап.